Загадочная страна Шамбала – реальность или миф? Шамбала – это одно из самых загадочных мест, о которых говорят древние тексты, религиозные учения и философские трактаты. Она воспринимается как место, где обитают мудрецы, хранящие знания о Вселенной и где можно достичь просветления. Но существует ли Шамбала на самом деле? Или это всего лишь плод воображения людей, жаждущих найти идеальный мир? Сегодня мы попробуем разобраться в этой удивительной истории. Древние источники. Шамбала впервые появляется в буддийской литературе, особенно в текстах Калачакра-тантры, написанных много сотен лет назад. В этих священных писаниях говорится, что Шамбала – это страна, расположенная за высокими горными хребтами, недоступная для обычных смертных. Ее правители обладают уникальными знаниями и способностями, которые позволяют им контролировать время и пространство. По преданию, именно здесь находится ключ к спасению человечества от грядущих катастроф. В индуистских текстах Шамбала также упоминается под другими названиями, такими как Брахмалака или Амритаварша. Эти места описываются как райские сады, где живут боги и святые люди. Они символизируют гармонию между человеком и природой, духовное совершенство и вечную жизнь. Но почему эта легенда так сильно привлекает внимание? Возможно, потому что она затрагивает самые глубокие страхи и надежды человечества. Мы всегда стремимся найти ответы на вопросы о смысле жизни, о том, что происходит после смерти и о существовании высших сил. Шамбала становится символом этих поисков, воплощением наших желаний и страхов. Географические теории. Многие исследователи пытались определить точное местоположение Шамбалы. Некоторые считают, что она находится в Тибете, другие указывают на регионы Центральной Азии, а третьи уверены, что Шамбала – это подземный мир, скрытый от глаз обычных людей. Одна из наиболее популярных теорий связывает местоположение Шамбалы с Гималаями. Согласно этой версии, вход в таинственную страну находится где-то среди этих величественных гор. Местные жители рассказывают истории о путниках, которые случайно находили этот вход и возвращались обратно с невероятными историями. Однако никто не может точно указать его местоположение. Другая теория утверждает, что Шамбала находится в пустыне Гоби. Этот регион известен своими суровыми условиями и почти полным отсутствием населения. Возможно, именно здесь скрывается вход в таинственный мир, о котором говорят легенды. Есть также предположение, что Шамбала может быть подземным царством, как те, которые описываются в других мифах и легендах. Например, в легендах о Фуудаблюэрс – пустой земле говорится о существовании целых цивилизаций внутри нашей планеты. Может быть, Шамбала – это одна из таких цивилизаций. Научные исследования. На протяжении многих десятилетий ученые пытались найти доказательства существования Шамбалы. Некоторые экспедиции отправлялись в регионы, связанные с этими легендами, чтобы проверить их достоверность. Однако результаты этих исследований были противоречивыми. В начале 20-го столетия русский художник и философ Николай Рерих организовал несколько экспедиций в Центральную Азию, чтобы найти место, где была Шамбала. Он был глубоко увлечен идеей существования этого таинственного места и считал, что оно действительно существует. Результаты его путешествий были описаны в книгах и статьях, но окончательного доказательства он так и не нашел. В наши дни современные технологии позволяют проводить более детальные исследования. Спутниковые снимки, радары и другие инструменты помогают ученым изучать труднодоступные территории. Однако даже с использованием этих технологий Шамбала остается загадкой. Возможно, дело в том, что она не имеет физического воплощения, а существует только в нашем сознании. Психологическая интерпретация. Интересно отметить, что многие психологи рассматривают Шамбалу как метафору внутреннего мира человека. Согласно этому взгляду, поиск Шамбалы – это символический процесс самопознания и духовного развития. Мы все стремимся найти свой собственный рай – место, где можно обрести покой и гармонию. Эта идея получила развитие в работах Карла Юнга, который считал, что такие легенды отражают коллективное бессознательное человечество. Для него Шамбала была символом идеального состояния, к которому каждый человек стремится в своей жизни. Современные теории. В последние годы появились новые теории о возможном существовании Шамбалы. Некоторые исследователи связывают ее с концепцией параллельных миров. Согласно этой теории, Шамбала может существовать в другой реальности, недоступной для нашего восприятия. Возможно, мы просто не обладаем необходимыми средствами, чтобы ее увидеть. Другая интересная гипотеза связывает Шамбалу с внеземными цивилизациями. Представители этой точки зрения считают, что таинственная страна могла быть создана инопланетянами как база для наблюдения за
землей. Это объясняет ее недоступность для обычных людей и наличие там передовых технологий. Загадочные события. История знает множество случаев, когда люди утверждали, что видели или даже посещали Шимбалу. Одним из самых известных примеров является история ламы Белобородова, который в 19 столетии рассказал о своем путешествии в таинственную страну. По его словам, он встретил там мудрецов, обладающих невероятными знаниями и способностями. В 20 столетии появились сообщения о странных световых явлениях над горами Гималаев. Некоторые очевидцы утверждали, что видели огромные светящиеся шары, которые появлялись и исчезали без видимой причины. Эти явления часто связывали с Шимбалой, считая их сигналами от ее обитателей. Философское значение. Независимо от того, существует ли Шамбала физически, ее значение для человечества остается неоспоримым. Она символизирует нашу постоянную тягу к знаниям, стремление к совершенству и веру в лучшее будущее. В этом смысле Шамбала – это не просто место, а идея, которая вдохновляет нас на поиск истины. Многие религиозные и философские учения используют образ Шамбалы для объяснения различных духовных концепций. Она становится символом единства всех религий и культур, напоминая нам о том, что все мы связаны общими целями и стремлениями. Легенды и предания. Легенды о Шамбале существуют практически во всех культурах мира. В тибетском буддизме она описывается как место, где правит царь Ригден-Друкпа, владеющий абсолютной властью и мудростью. Его дворец окружен 8 концентрическими горами, каждая из которых олицетворяет одну из ступеней духовного развития. В индуизме Шамбала ассоциируется с Брахмалокой, обителью бога Брахмы, где обитают высшие существа и духи. Здесь человек может достичь нирваны и освободиться от круговорота перерождений. В западной культуре Шамбала часто сравнивается с Эдемским садом или Авалоном, местами, где человек может обрести истинное счастье и покой. Эти аналогии показывают, что идея Шамбалы универсальна и понятна людям разных эпох и культур. Практические методы поиска. Некоторые исследователи предлагают практические методы поиска Шамбалы. Например, медитация и духовные практики считаются одними из способов приблизиться к этому таинственному миру. Многие учителя утверждают, что Шамбала открывается только тем, кто достиг определенного уровня духовного развития. Другие исследователи предлагают использовать карты и древние тексты для поиска подсказок. Например, карта Арантея Финеуса, составленная в XVI веке, содержит изображение Антарктиды безо льдов. Некоторые считают, что это указывает на существование входа в Шимбалу именно в этом регионе. Современные интерпретации. Сегодня Шамбала часто используется как символ надежды и духовного пробуждения. В фильмах, книгах и играх она представляет собой место, где человек может найти ответы на самые важные вопросы своей жизни. Например, в серии игр Uncharted главный герой отправляется на поиски Шамбалы, сталкиваясь с множеством опасностей и загадок. В литературе Шамбала часто описывается как место, где человек может встретиться с самим собой. Например, в романе Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт» герой находит Шангри-Ла – город, похожий на Шамбалу, где время замедляется, а люди живут в гармонии с природой. Шамбала остается одной из самых загадочных тем в истории человечества. Мы можем долго спорить о ее существовании, но одно несомненно – эта легенда продолжает вдохновлять людей по всему миру. Будь то реальное место, метафора или символ, Шамбала представляет собой мощный источник вдохновения для тех, кто ищет истину и смысл жизни. Каждый из нас может найти свою собственную Шамбалу, будь то в горах, в книгах или в глубинах своего сердца. Возможно, именно в этом заключается главная тайна этого удивительного места. Оно существует там, где мы сами готовы его увидеть. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.